Здравствуйте, мои дорогие! Удивительно, но факт. Вопрос вопросов. 4 месяца, 5-й месяц сидим в карантине. Пандемия. Когда я отослала этот вопрос наверх, оттуда пришло столько много всего, что я даже не знаю, как это вам все выложить. Но давайте попробуем поработать очень серьезно. Скажем так, за что нам эта пандемия? Ребята, всей планетой мы доигрались. Мы, к сожалению, немножечко забыли, кто мы такие. Мы, к сожалению, перестали выполнять то, что нам дано свыше. Чтобы это как-то вот сказать попроще, то пример следующий. Вот если наши дети расшалились и не хотят слушаться, и 24 часа в сутки скачут, играют, и ни в коем случае не хотят выполнять домашнюю работу, помогать вам, родителям, становиться хорошими людьми, таких детей вы куда? Правильно, в угол. Вот нас во время пандемии всей планетой в угол Создатель и поставил. Почему? Слишком наша стала luxury life в последнее время. У нас очень-очень стала такая жизнь, вся на блюдечке с голубой каемочкой. Мы больше не работаем тяжелым трудом, не пашем, к сожалению, в полях за кусок хлеба. Хотя для многих людей это тоже очень актуальная тема. И поэтому, как это ни странно, у нас с вами наступил тяжелый период времени. Мы нарушили энергетический баланс нашей планеты. К сожалению, негативной энергии стало намного больше, чем позитивной. Почему? Потому что вместо того, чтобы выполнять наше главное предназначение, когда мы приходим в эту жизнь и должны становиться лучше, мы, к сожалению, становимся хуже. Мы рождаемся прекрасными, чудесными существами. В маленьком тельце, маленькая вот такая улыбочка, мы не умеем лгать, мы не умеем притворяться, у нас нет тщеславия, мы открыты этому миру, мы невероятно любим наших родителей. И что происходит? Потом мы учимся лгать, потом мы понимаем, что Инстаграм – это то, что мы хотим. На самом деле это неправильно. Даже в Инстаграм нужно выставлять то, что принесет положительную энергию в мир, а не отрицательную. А что мы делаем? Мы тешим наше тщеславие, вспоминаем Библия, тщеславие, смертный грех. Объясняю, смертный грех – это то, за что у нас у всех отнимается вечная жизнь. Не эта жизнь, реинкарнация, это всего лишь реинкарнация, а та вечная, когда мы рождаемся в вечности. Соответственно, вот сейчас на планете мы своим ха-ха, хи-хи, весельем, невыполнением нашего домашнего задания становиться людьми лучше и нести в этот мир доброе, вечное, хорошее, славное, и смотреть на этот мир, вот как те детки с распахнутыми глазами, с любовью и интересом, мы, к сожалению, поставили нашу планету практически на грань вымирания. Экология. Посмотрите, как помолодели наши болезни. Уже рождаются дети с пороками сердца и диабетом, и с какими-либо зависимостями. Ребята, это вот не то, что мы хотим. Мои дорогие, нам надо работать. И пандемия, к сожалению, не кончится никогда, если мы не выровняем энергетический баланс Земли. А именно, каждый из нас сейчас не сидит и множит ненависть. Я ненавижу сидеть дома, я свободный человек, я хочу куда-то бежать. Нет, мы сидим дома для того, чтобы задуматься, как нам выйти, когда можно будет гораздо лучшими людьми. А именно, ненависть к тому, что надо сидеть дома, мы меняем на продуктивное время, как стать лучше. Потому что каждый из нас, поменяв в себе 2-3 плохие привычки отрицательные на положительные, мы и есть тот энергофон Земли. Это вот огромная планета
сколько там, почти 8 миллиардов или 7 миллиардов людей на планете, и каждый должен стать больше лучше, чем хуже. В каждом человеке должен хотя бы 51% лучше, чем хуже. Положительная и отрицательная энергия. Что это такое? Это эмоция. Отрицательная – это когда мы чувствуем, что это плохо. Помните, что такое хорошо, что такое плохо? Пришла кроха. Ну так вот, мы идем к папе и спрашиваем, как нам определить, что хорошо, что плохо. Если мы говорим, лениться – это хорошо или плохо? Что вы чувствуете? Лениться – это плохо. Отдыхать после работы – это хорошо или плохо? Это хорошо. Ну так вот, домашнее задание номер 1. Делаем списочек. Большая буква «Я» во главе, подчеркнули, и списочек характеристик, кто мы такие. Окей? Значит, поехали. Я добрая, я злой, я, не знаю, придумайте. Просто составьте характеристику себя. Напротив положительного качества, которое несет положительную энергию в этот мир, вы ставите стрелочку и должны придумать, как это улучшить. Например, я хороший. Стрелочка. Каждый день делать 3 хороших дела. Что-то плохое, например, я злой. Есть люди, которые вот они не знают почему, но они вот злятся на все про все. У меня есть такие друзья. Это просто даже вот это как обезьяна с гранатой. Этот человек сидит, ты ему говоришь «хорошо», а он тебе тут же плохо. И теперь вопрос, что делать, когда ты злишься не по делу? Стрелочка. Стать добрым, а именно делая добрые поступки. Стать смиренным. То есть, когда вы захотите что-то покричать на кого-то, вспомните, а вдруг этот человек сейчас умрет? Я захочу на него кричать? Да ни в коем случае. Когда вы все меряете жизнь и смерть, это такой экстремальный измеритель, что отбивает все желание на кого-то кричать и злиться. Соответственно, будьте добры, станьте добрыми людьми. И, соответственно, все отрицательные делаете стрелочки, и как вам это улучшить. И теперь у каждого есть календарь. У кого нет, купить и на стену. Месяц. Какой сегодня месяц? 4 июля, День свободы и независимости в Америке, да? Соответственно, 4 июля, июль, напишите себе, например, положительное и как улучшать со стрелочкой, и отрицательное ваше свойство, и стрелочки, как с этим работать. И посвятите месяц всего лишь 2 вашим характеристикам. Кончится пандемия, может быть через полгода, может быть через год, и вы через год выйдете из всех этих кризисов совершенно другим человеком. Соответственно, что это нам всем дает? Больше положительной энергии в мире. Правильно? А зачем это нам надо? Почему именно пандемия связана с энергией Земли? Объясняю. Пандемия нам в наказание. Слишком зашалились, забыли, что делу время, потехи час. Сейчас у нас такой мир, что с точностью да наоборот. Поэтому для того, чтобы нам исправить эту ситуацию, и чтобы, когда появилась вакцина, а Бог нам взял и не переделал это все с точностью наоборот. Это же всего лишь одна мутация, и вся вакцина в мусорку. Соответственно, мы и только мы, улучшая себя и увеличивая энергетический потенциал положительной энергии Земли, только таким образом мы с вами сможем стать лучше и сможем, в принципе, улучшить этот мир не только в плане пандемии. Ну все, вот так вот коротко о разном. Люблю, целую. Пока-пока.